Карту резидента ЕС можно считать идеальным способом легализации в Польше. Она не только дает право на полноценное ПМЖ, но и предоставляет ряд преимуществ в других странах Евросоюза. Кто может подать ходатайство о разрешении на пребывание долгосрочного резидента Европейского Союза? Такое заявление может подать иностранец, который легально и непрерывно проживал на территории Республики Польша не менее 5 лет, непосредственно перед подачей заявления, и отвечает всем требованиям, а именно, имеет источник стабильного и регулярного дохода, достаточного для покрытия расходов на проживание, имеет медицинскую страховку и подтвержденное знание польского языка. Какие же документы считаются подтверждающими знание польского языка? Официальное подтверждение владения польским языком, то есть сертификат, выданный Государственной комиссией по подтверждению владения польским языком как иностранным, на уровне не ниже B1. Аттестат об окончании школы в Польше. Это может быть начальная, средняя или полициальная школа, или диплом бакалавра, магистра с подтверждением, что обучение велось на польском языке. Аттестат об окончании школы за границей с польским языком обучения. Любые сертификаты и аттестаты, выданные другими учреждениями, не принимаются. Какие же преимущества разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС? Это разрешение дается на неопределенный срок. На его основании выдается вид на жительство, действительный в течение 5 лет. Иностранец, имеющий разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, имеет право работать в Польше без необходимости получения разрешения на работу и содержит пометку с доступом к рынку труда. Какие документы нужно предоставить? Заполненная форма заявления на получение разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС. В 2 экземплярах для взрослых и в одном в случае иностранцев, не достигших 13-летнего возраста. 4 цветные фотографии размером 35 на 45 мм, сделанные в течение последних 6 месяцев. Действительный проездной документ, паспорт. Подтверждение оплаты госпошлины в размере 640 злотых. Актуальная карта побыту или другие документы, подтверждающие необходимое 5-летнее законное и непрерывное пребывание на территории Польши, то есть ксерокопия предыдущего паспорта с визами вместе с оригиналом, доступным для проверки. Все предыдущие децизии. Актуальный договор аренды жилья, не мельдунок, или документы, подтверждающие собственность с номером Księgi Wieczystej. Актуальный трудовой договор. Актуальное разрешение на работу, подтверждение страхования ЗУС-ЗОА и ЗУС-РЦА за 3 последних месяца, ПИК-37 за предыдущие 3 года с подтверждением принятия в налоговой. Их можно скачать с сайта налоговой через профиль Зауфаный или обратиться в налоговую лично. Справка ЗУС на бланке УС-7 за последние 3 года. Сделать это тоже можно онлайн через профиль Зауфаный или лично в ЗУС. Информация от ЗУС о подставах и складках тоже за предыдущие 3 года. Сертификат знания польского языка B1, аттестат или диплом, как упоминалось выше. Справка о количестве людей на содержании и ведении совместного хозяйства. Справка, в которой подробно описаны все пересечения границы в течение последних 5 лет. Оригиналы документов из пунктов с 4 по 9 не отправляются почтой в Ужент, а только копии. Оригиналы нужно будет взять с собой на личный прием. Кроме вышеперечисленных документов, желательно подготовить трудовые договора, ПИТ-11 и разрешение на работу за последние 3 года. Инспектор может не попросить эти документы, но их лучше взять для перестраховки. Какая информация понадобится для заполнения заявления? Сведения о том, были ли за последние 5 лет в Польше периоды без работы и дохода, и продолжительность этих периодов. Имена родителей, девичья фамилия матери, место рождения, город, страна. Если есть присяжные переводы, где они упоминаются, то так, как в переводах. Информация о зарубежных поездках, которые не помечены в паспорте за последние 5 лет, страна и период пребывания. Есть ли члены семьи, пребывающие на территории Польши? Если да, то имя, фамилия, степень родства, где проживают и находятся ли на вашем содержании. Важно!
Для заполнения заявления нужны непротиворечивые и правильные личные данные, потому что эти данные будут использоваться в случае дальнейшей подачи на гражданство. И если они будут отличаться хотя бы на одну букву, могут возникнуть сложности. Сюда входят имена родителей, фамилия, место рождения. Все, что мы предоставляем в заявке, должно соответствовать с последующими переводами свидетельств о рождении, браке и тому подобных. Например, переводчик может по-разному написать ваше имя или место рождения, а правильная версия только одна. Разрешение на постоянное проживание выдается в течение 6 месяцев. После получения позитивного решения нужно оплатить сбор за выдачу карточки пластика в размере 100 злотых на счет воеводского управления, которое рассматривало заявление. Выдается она на 5 лет. Как видите, процесс непростой, и при малейшей ошибке усилия могут быть потрачены впустую. Однако это не проблема для тех, кто трудоустроился с помощью нашего польского агентства «Твоя работа.пл». Помимо официального трудоустройства, а это дает вам легальный и стабильный доход, у вас всегда есть возможность проконсультироваться по поводу оформления документов, в том числе карты резидента ЕС.